Итак, братцы, после создания потрясающего, неописуемого места, музея в селе Красно на левом берегу Припяти, мы выдвинулись в Машево. Нам нужно пройти около 4 километров. Вот. Собственно, это ничего сложного, но мы целый день на ногах. Это у нас заняло ровно 5 часов в диком темпе. Еще полчаса мы прервались на обед. Вот, то есть 5 часов мы делали ремонт, убирали там, расставляли книги, убирали битые стекла, ковырялись, колупались в мусоре, выискивали ценные книги, учебники, тетрадки. Я повыковыривал из мусора около, я думаю, не меньше сотни газет. Вот, чтобы вы понимали. То есть там подшивка получилась, по-моему, лет за 10. По-моему, 74-го года. Но я сейчас не берусь утверждать. Вот. Но газет очень много. Там большущая подшивка газет. Получился настоящий музей. В общем, идем мы в Машево. После нашего такого вот приключения в школе в деревне Красно. Да, это довольно спонтанно. Мы туда пришли. Вот. И Лена подумала сначала порасставлять книжки, а у меня в тот же момент, буквально в одну секунду у нас возникла мысль, но у меня, как обычно, все более радикально просто, знаете, вот, то есть если уже вот делать, то вот все вообще, чтоб с ног на голову, да, вот, не просто там как-то косметически, а прям вот радикально все сделать. То есть я сразу подумал, что это идеальное место, в котором можно будет создать музей, вот, и я вам не могу передать, как я рад. У меня внутри такое, приятное ощущение. Неописуемое ощущение. Очень клевое. И место получилось очень атмосферное. Очень атмосферное. Вот. Идем мы вот по таким вот коридорам. Смотрите, какой зеленый коридор, да? Все тут заросло. Крапива в человеческий рост. Там куски болота появляются. В Красном, кстати, упавшее дерево не позволяет машинам проехать в Машево. То есть за церковью есть упавшее дерево. Оно перегородило дорогу. Обычно их разрезают, но это почему-то не стали резать. Я так понимаю, какое-то время в Машево погранцы не ездят. Вот. И это нам, конечно же, на руку. Ребята, смотрите, следы. Причем это следы, оставшиеся после дождя. То есть дождь их не до конца размыл. Они были очень резкие и довольно свежие. Видите, вот они продолжаются. Ночью был дождь. Это говорит о том, что каким-то образом машина проникает. Потому что, насколько я помню, по-моему, дерево упало не сегодня ночью, которое оно там за церковью упавшее. Вот. Таким образом, очень странно. Вон еще, кстати, на дороге одно дерево видно вдали. Вон, видите? Сразу за Леной еще одно дерево перекрывает. Откуда эти следы, непонятно. Ребята, летний дождь. Солнце светит и валит дождь. Причем такой конкретный. Прямо, почти ливень. И я так понимаю, что через 100 метров его нет. Вот там, где заканчивается облако. Вот видите облако? Там, где оно заканчивается, его уже нет. Капец. Лето. Пережидаем дождь. Хрень, которой мы брызгаемся, от комаров стекает. Дождь все смыл прямо в глаза. Ау. Очень печет. Так мало того, сейчас она посмывается. И начнут опять лететь комары на нас. Не понос, так золотуха, одним словом. Братцы, зацените, после дождя появилась радуга. Зона — это просто живой организм. Я вам говорю. Вообще природа — это живой организм, но зона в особенности. Это просто живой организм. Посмотрите, какая чудесная радуга, да? Как красиво это все выглядит. Вообще красота. Братцы, подходим к деревне Машево. И вот смотрите, обнаружили целые горы вот таких вот керамических труб. Это керамические трубы, понимаете? Такие как бы трубки. А вот там вот дальше лежат большие бетонные. Вон не видно, выглядывают.
Вон видите, из-за керамических труб выглядывают такие бетонные, ну какие прокладывают под землей. У меня под такое, ну, я не знаю, для чего их могли бы использовать еще, кроме как для создания водопровода, быть может. Хотя я понимаю, как это звучит. Я понимаю, как это звучит. Но вы меня, пожалуйста, поправьте. Напишите, кто знает в комментариях, напишите, для чего могли использоваться такие трубы. Посмотрите, сколько их. Просто кучи, горы вообще этих труб. По всему полю. Кстати, я вот шел дождь, да, я говорил, что... появилась радуга. Я говорил, что зона — это живой организм. Понимаете, какая штука? Когда мы делали в церкви, то есть в церкви, когда мы делали музей в школе, то мы очень сильно, там очень пыльно было, невероятно пыльно. У меня такое чувство было, что у меня глаза полностью забились этой пылью. И мне было чувство, что она даже сквозь маску проникает, хотя я был в маске. Вот. И пошел дождь, понимаете? То есть с одежды смылась эта пыль. Вот, ну потому что иначе ее надо было бы стирать, а стирать ее здесь негде. И он нас вымочил, и эту пыль просто с нас смыл. Вот, и потом мы идем, и появляется радуга, и у меня реально такое ощущение, как будто какие-то силы в зоне, знаете, ну вот они, что ли, ну, увидели вот наше это действие, да, и как бы, как сказать, ну типа похвалили нас, что ли, поддержали нас таким образом. Вот. Ну, это мое субъективное, я понимаю, как это звучит, опять же, я понимаю, вот, но вот какое-то такое внутреннее ощущение возникло, как будто вот зона вместе с тобой, вот как один организм, причем солнце вокруг, и идет дождь, вот, смывает с тебя эту пыль, вот именно тогда, когда это надо, понимаете? Короче, что тут скажешь? Зона. Братцы, такой интересный момент. Смотрите, мы вот идем по той дороге. Ну, вон, видите? Вон там вот Лена. Вон она идет. А я вот, смотрите, свернул чуть-чуть налево, потому что здесь дорога. Эта дорога уходит, вот, за моей спиной, она уходит в сторону Беларуси. Здесь до границы Беларуси, ну, метров, наверное, 500, чтобы вы понимали. Ну, то есть, примерно 500 метров. И... Короче, вот этот вот шлагбаум, который лежит, я так себе думаю. Короче, это вроде как граница или что-то вроде того. То есть этот шлагбаум символизирует, что ну, преграждает путь к границе белорусской. Но эта дорога реально в сторону белорусской зоны. Вот. Да, а та дорога, по которой Лена сейчас идет, это дорога в Машево. Итак, мы дошли до деревни Машево. Вон за моей спиной знак. Что-то означающее, не знаю. И вон за моей же спиной дом. Видно, это уже второй дом. Первый был совсем разрушен. Вот этот получше. Там уцелевшая ограда есть. Вот, и она угадывается. И я доволен. Дошли очень быстро, кстати. Вот уже начинаются дома. Вот тоже дом. Такой, видно, сильно подуставший. Крыша провалилась. А вот, видите, хороший дом. Каменный. Ограда частично целая. Вот справа сарай повалился тоже. Но каменный сам дом стоит. Когда будем искать ночлег, возможно, мы в него залезем. Но это только самое начало деревни. Нам еще идти и идти вперед. Да, домов тут валом, на самом деле. Домов тут валом. Хочется, конечно, заглянуть. По-моему, это, кстати, был не дом, а вообще я не вижу окон. Как сарай какой-то еще один. А сам дом, он тот был деревянный, он развалился. Непонятно. Посмотрите, братцы, здесь протоптано. Сюда кто-то ходит. Животные, может, люди. Вот прям тропинка угадывается. Вот, смотрите. Офигеть. Это хата. Видите? А рядом вы посмотрите, какой сарай. Крытый, блин, соломой. Как в каких-то сказочных вообще, не знаю, фильмах или мультфильмах.
крыты соломой, как делали еще в начале 20 века. Ну, видимо, не только в начале. Короче, ну просто сейчас это встречается редко. Вот кровля из такой вот соломы. Такая вот классическая. Ну, я считаю, смотрите, как тут вытоптано. Я считаю, нам необходимо зайти вовнутрь. Просто, ну, нельзя себе в этом отказать. Тут, конечно, мрачно. Тут мрачно. Тряпки. Бомжатня. Одним словом. Дестрой. Панк-рок. Жестокий. Ну, вот типичная сельская хата. Просто ее превратили непонятно во что. В страх и ужас. Зачем-то раскурочили мебель, вот это все попереворачивали. Печка, кстати, в хорошем состоянии, смотрите. Я уверен, печка вполне рабочая. Еще один дом в деревне Машево. Вот смотрите. Печка кафелем выложена. Такой вот бутыль. В принципе, опять же, ну такая стандартная обстановка. И маленькая комнатка совсем. Домик тоже, кстати, маленький такой довольно. Вот. Шкаф. Отличный просто шкаф. Кровать, кстати, если ну, с нее смести мусор, на ней даже спать, я думаю, можно. Опять же, печка в хорошем состоянии, сразу видно. Я уверен, будет работать, если, ну, при необходимости. Единственное, не хватает вот, это считается, ну, как бы печка вот эта, а это грубка, так называемая. И вот не хватает здесь металлических, ну, колец, короче, не хватает. Вот, смотрите, какие кувшины. Кувшины просто божественные вообще. Я сейчас уберу водичку. Это просто композиция, вот сама по себе. Достойная пера художника. Блин, ребятушки, здесь как-то прям очень волшебно. Не могу вам передать. Вот просто очень. И природа, и мироощущение, атмосфера. Как будто попал, блин, в какую-то сказку, вообще в другую реальность. Наверное, потому что здесь крайне редко бывают люди. И деревня крайне далеко, ну, практически на границе Беларуси. Вот. Но здесь вообще особая атмосфера. Мы в поисках дома для ночлега. И вот за моей спиной такая вот небольшая летняя кухня. А рядом с ней дом. Вот он. Сейчас мы туда залезем. Я оставил рюкзак снаружи. Полезу на чердак. Я уже заглядывал внутрь. Вот и вам покажу. Внутри, ну вот как бы так. То есть здесь вообще все вверх дном. Ничего там, даже заходить смысла я не вижу. Так. А ну, Лена, подержи. Посмотрим, что на чердаке. Спать-то мы будем на чердаке, скорее всего. Сейчас надо залезть повыше. Хух. Так, залез я на чердак. На чердаке отлично. Вот так вот. Кстати, смотрите, какой дымоход. Косой. Он не прямой, он косой. Вот так вот выстроен наискось. Честно говоря, я такого раньше не видел. Я думаю, здесь мы и остановимся. Кинем вещи и пойдем гулять.